Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Испечем вкусный быстрый торт полено из 3 ингредиентов. Рецепт очень выручает, когда нужно что-то испечь к приходу гостей. Несмотря на то, что он очень незатейливый, но тортик получается вкусный и нравится всем. В описании под видео указано количество ингредиентов. Для этого рецепта нам понадобится слоеное тесто. У меня в данном случае дрожжевое, но можно взять и бездрожжевое. У меня большой пласт весом 1 килограмм. Торт получается большой. Если для вас это много, разделите все количество продуктов пополам. Не раскатывая этот пласт, я разворачиваю на столе и нарезаю на полоски шириной примерно 2,5-3 сантиметра и перекладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. По длине у меня получаются полоски великоваты для моего противня. Я остатки срезаю и буду их выпекать отдельно, поскольку нам понадобится крошка для украшения торта. Вот как раз из этих остатков я ее и сделаю. Духовка разогрета на 200 градусов, полосочки выпекаются 12-15 минут. Смотрите, чтобы не подгорели. Вот такой вот золотистый цвет и достаточно. Готовлю крем. Он у меня очень простой, из 2 ингредиентов. Обычная магазинная 20% сметана. Я ее взбиваю вместе со сгущенным вареным молоком. Если крем получается жидковат, то можно использовать загуститель, что я и сделаю. Высыпаю сюда 1 пакетик и взбиваю еще вместе с ним. И получается уже более такая густая консистенция. Стол я застилаю большим отрезком пищевой пленки, смазываю ее тонким слоем крема. И выкладываю полосочки. Смазываю обильно кремом их. Выкладываю второй слой полосок. Снова крем. И для последнего слоя у меня осталось 4 полоски. Смазываю их кремом и небольшое количество оставляю для выравнивания тортика. Ставлю остатки в холодильник. Теперь при помощи пищевой пленки формирую торт в полено. Вот так вот подтягиваю, соединяю. Это не сложно сделать. Очень просто делается. Плотненько просто утрамбовываю, упаковываю со всех сторон. Для надежности заворачиваю торт еще в 1 слой пищевой пленки. Подгибаю со всех сторон и плотненько сворачиваю. Кладу в холодильник минимум на 2 часа, ну а лучше, конечно, сделать это накануне и оставить тортик на ночь. После чего я его достаю, разворачиваю пищевую пленку и выкладываю на доску. И оставшимся кремом я вот так вот еще сверху смазываю, чтобы ровненько было. А затем уже из остатков теста, которые я отдельно испекла, я руками делаю крошку, можно измельчить и в блендере. Но тут не обязательно, чтобы крошка была однородная. Затем я посыпаю сверху, просто украшаю тортик этой крошкой. За ночь тортик отлично пропитался, он стал мягкий, очень легко режется. Посмотрите, как он симпатично выглядит в разрезе. И несмотря на простоту, этот торт очень вкусный. Надеюсь, что рецепт вам понравился, вы будете его использовать. Напишите, пожалуйста, свои отзывы в комментариях. Подписывайтесь на канал, если нравятся мои рецепты. Всем мира и добра. Пока!